Приветствую всех на моем канале, меня зовут Настя. Сегодня будем вязать вот такие пинетки спицами на 3-6 месяцев. Вязать будем на 2 спицах и в конце сшивать ничего не придется. Вязать буду из китайской пряжи молочный хлопок 180 метров на 50 грамм спицами 2,5 миллиметра. Начнем вязать с задней части. Сейчас нам нужно набрать на спицу 24 петли. Я буду набирать эластичным набором, вы можете набирать любым удобным для вас способом. Делаю первую петельку, спицы веду под петлю на большом пальце, в петлю на большом пальце, большой палец вниз, захватываю петельку с указательного пальца и вывожу через петлю на большом пальце. Затягиваем. Итак, я сейчас наберу 24 петли. 23, 24. 24 петли набраны, освобождаю спицу и вяжем с вами первый ряд. Вязать будем резинкой 2 на 2. Первую кромочную в начале первого ряда провяжем, в остальных рядах будем снимать не провязывая. И начиная с 2 изнаночных, вяжем резинку 2 на 2, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные и так до конца ряда. Заканчиваем ряд 2 изнаночными и кромочную в конце ряда провязываем изнаночной петлей. Второй изнаночный ряд вяжем по рисунку резинкой 2 на 2. Чередуем 2 лицевые, 2 изнаночные и так до конца ряда. Кромочную в конце ряда изнаночной петлей. Итак, резинкой 2 на 2 нам нужно провязать всего 24 ряда. 2 из них мы уже связали, осталось еще 22 ряда. Свяжите их самостоятельно и возвращайтесь. Итак, 24 ряда резинки 2 на 2 провязаны. Я на первой кромочной для своего удобства повесила маркеры. Дальше вяжем 25 ряд и будем вывязывать отверстие для шнурка. Кромочную снимаем. Дальше нужно провязать такую комбинацию убавления, накид и так 5 раз. Как мы убавляем? Вот если мы видим 2 изнаночные, так и убавляем. Провязываем 2 петли вместе изнаночной. Накид – это первый раз. Дальше убавление мы видим лицевые, значит провязываем только петли развернем. И будем провязывать убавление с наклоном влево. 2 вместе лицевой за заднюю стенку, накид – это уже 2. Дальше 2 изнаночные, 2 петли вместе изнаночной. Накид – это 3. 2 вместе лицевой за заднюю стенку, накид – это 4. 2 изнаночные и 5 накид. Дальше вяжем 2 лицевые и продолжим вывязывать отверстие зеркально этой стороне. Значит, мы сначала делаем накид, затем провязываем 2 вместе изнаночной петлей. Второй накид, второе убавление лицевое за переднюю стенку, то есть мы делаем убавление с наклоном вправо. Накид, 2 вместе изнаночной петлей, это 3 раз. Накид, убавление с наклоном вправо, 4 раз. И последний 5 раз накид, 2 вместе. Изнаночной петлей и кромочная в конце ряда провязываем изнаночной петлей.
26 изнаночный ряд, кромочную снимаем. Дальше вяжем по рисунку. По рисунку у нас 2 лицевые. Дальше 2 изнаночные. Накиды провязываем как обычную петлю. Дальше 2 лицевые. И так далее. Чередуем 2 лицевые, 2 изнаночные до конца ряда. Две лицевые и кромочная в конце ряда изнаночной петлей. Следующие 2 ряда, 27 и 28, вяжем резинкой 2 на 2 по рисунку. Начиная с 29 ряда мы начнем вязать платочной вязкой высоту пятки. С 29 по 48 ряд всего 20 рядов платочной вязки. Кромочную снимаем, остальные петли вяжем лицевыми. И с лицевой, и с изнаночной стороны. Кромочную в конце ряда провязываем изнаночной петлей. 20 рядов высоты пятки провязано, а это 10 кромочных. На последние кромочные манжеты я тоже повесила маркеры для удобства. Значит, 20 рядов платочной вязки, это у нас будет 10 кромочных с каждой стороны или 10 дорожек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дальше мы с вами будем вязать французскую пятку. Или ее еще называют подкова. Пятка подкова. Итак, сейчас нам с вами нужно распределить наши петли на французскую пятку. Как это делается? Наше общее количество петель нужно разделить на 5. 2 части уйдет на боковые стороны и 1 часть на центр. У меня 24 петли на 5 не делятся, поэтому я разделю 20 на 5, а 4 петли у меня останутся в остатке. Итак, 20 на 5 это 4, 2 части сюда 8, 2 части на вторую сторону тоже 8, и остается 4 петли на центр, и еще у меня осталось 4 петли в остатке. Я их распределю, добавлю по 2 петли на боковые стороны. Итак, на 49 ряд начинаем вязать французскую пятку. По 10 петель у меня на боковых сторонах и 4 на центральную часть. Сейчас нам нужно довязать до центральных 4 петель. Кромочную снимаем и ее тоже считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дальше мы с вами вяжем 4 центральные петли. 1, 2, 3. А 4 и 5 провяжем вместе лицевой петлей. Плюс еще 1 петля. Разворачиваемся. 50 ряд, кромочную снимаем 1, 2, 3, 4, а 5 и 6 провязываем вместе лицевой петлей, плюс еще 1 петля. 51 ряд, кромочную снимаем 1, 2, 3, 4, 5. Тут уже можно не считать. У нас и так видно, где делать убавление. У нас большое отверстие между петлями. 6 и 7 провязываем вместе лицевой петлей, плюс еще 1 петля. 52 изнаночный ряд, кромочную снимаем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Видите, снова большое отверстие. 7 и 8 вместе лицевой петлей. Плюс еще 1 дополнительная петля.
53 ряд. Кромочную снимаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, восьмую и девятую вместе лицевой петлей. Плюс еще одна петля. 54 изнаночный ряд. Кромочную снимаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, девятую и десятую вместе лицевой петлей плюс еще одна петля. И таким образом вяжем, пока у нас не закончатся все боковые петельки. Последние два ряда свяжу вместе с вами. Сейчас я довязываю лицевой 57 ряд. Мне сейчас нужно провязать 2 вместе лицевой, и остается одна кромочная. Ее провязываем просто как обычную кромочную. Разворачиваемся. 58 изнаночный ряд. Кромочную снимаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 вместе лицевой. И последнюю провяжем как кромочную. Это 58 изнаночный ряд. Сейчас нам нужно добрать 10 петель. Это как раз высота нашей пятки. Набирать будем таким образом, чтобы косичка, вот эти кромочные, оказались внутри. Это манжет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. С изнаночной стороны набираем вот так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Разворачиваемся. 59 ряд. Для того, чтобы максимально сократить визуальную разницу этих двух сторон, мы сейчас первые вот эти 10 петель, что добавили, провяжем изнаночными. Кромочную снимаем, кромочную тоже считаем, вяжем изнаночными 10 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дальше вяжем 15 петель обычными лицевыми. И последнюю провяжем тоже лицевой. И с лицевой стороны сейчас нам тоже нужно добрать 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. С лицевой стороны добавляем вот так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Разворачиваемся. 60 изнаночный ряд. На спицах 34 петли. Кромочную снимаем 1, остальные петли вяжем лицевыми. 2, 3, 4, 31, 32, 33 и кромочной изнаночной петлей 34. Дальше мы с вами свяжем небольшой клин подъема. Будем вязать убавление в начале и в конце ряда. Кромочную снимаем, дальше сразу вяжем убавление.
Далее 28 лицевых петель. Убавление в конце ряда и кромочная изнаночной петлей. 62 изнаночный ряд на спицах 32 петли, кромочную снимаем, остальные петли вяжем лицевыми, кромочную в конце ряда провязываем изнаночной петлей. 63 ряд, кромочную снимаем, сразу провязываем убавление, далее 26 лицевых петель. Убавление в конце ряда и кромочная изнаночной петлей. 64 изнаночный ряд на спицах 30 петель, кромочную снимаем, остальные петли вяжем лицевыми, кромочную в конце ряда провязываем изнаночной петлей. Итак, вяжем убавление в каждом лицевом ряду в начале и в конце ряда до тех пор, пока у нас на спицах не останется то же количество петель, что мы набирали изначально. У меня 24 петли. Довязала убавление. Теперь у меня на спице 24 петли, столько же я набирала в самом начале. Дальше нужно связать прямо, без прибавлений, без убавлений, в длину подошвы. Кромочную снимаем, остальные петли вяжем лицевыми и с лицевой, и с изнаночной стороны. Кромочную в конце ряда провязываем изнаночной петлей. И так нам нужно связать 12 рядов. Итак, 12 рядов в длину подошвы провязано. Дальше с вами свяжем убавление к мысочку. 83 ряд, вяжем 5 лицевых, кромочную тоже считаем 1, 2, 3, 4, 5. Далее убавление, 2 вместе лицевой. Дальше 10 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Убавление 2 вместе лицевой и остается довязать 5 петель. 1, 2, 3, 4 и кромочную в конце ряда изнаночной петлей. 84 изнаночный ряд на спице 22 петли, кромочную снимаем, остальные петли вяжем лицевыми. Кромочную в конце ряда изнаночной петлей. 85 ряд, снова провяжем убавление, вяжем 5 петель первых, кромочную снимаем 1, 2, 3, 4, 5. Далее убавление, 2 вместе лицевой. 8 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Убавление, 2 вместе лицевой и довязываем 5 петель до конца ряда. 1, 2, 3, 4 и кромочная изнаночной петлей. 86 изнаночный ряд на спице 20 петель. Кромочную снимаем, остальные петли вяжем лицевыми. Кромочную в конце ряда провязываем изнаночной петлей. Далее мы с вами начнем вывязывать мысок. 87 ряд, вяжем 5 лицевых. Кромочную тоже считаем 1, 2, 3, 4, 5. Вяжем центральные 10 петель, 2 лицевых, 1 изнаночная. Далее 4 лицевых, это наша будущая коса или жгут.
Дальше 1 изнаночная петля. А далее 2 лицевые петли, как и на этой стороне. Но одну петлю мы провязываем лицевой, а вторую и третью провяжем 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Вот так, ничего не переворачивая, просто вяжем за заднюю стенку. И осталось 4 петли на левой спице. Разворачиваемся. 88 изнаночный ряд, кромочную снимаем. Далее вяжем по рисунку 1 изнаночная, 1 лицевая, 4 изнаночных, 1 лицевая, 1 изнаночная, а вторую изнаночную провяжем вместе со следующей петлей. Изнаночной я буду провязывать бабушкиной петлей, чтобы петелька у меня разворачивалась в нужную сторону. 89 ряд, кромочную снимаем, 1 лицевая, 1 изнаночная, а дальше будем делать перекрещивание жгута. Первые 2 петли переснимаем на правую спицу, не провязывая. Далее провязываем 2 следующие лицевые петли, возвращаем на левую спицу не провязанные 2 петли, а провязанные на правую. И довязываем те петли, что были не провязаны. Дальше 1 изнаночная петля, 1 лицевая, следующие 2 петли провязываем 2 вместе лицевой за заднюю стенку. 90 изнаночный ряд, кромочную снимаем, 1 изнаночная, 1 лицевая, 4 изнаночных, 1 лицевая, 1 изнаночная, следующие 2 петли провязываем 2 вместе изнаночной петлей. Разворачиваемся. 91 ряд, кромочную снимаем, далее 1 лицевая, 1 изнаночная, 4 лицевых. Вот это перекрещивание мы будем делать в каждом втором лицевом ряду. Это первый лицевой ряд после перекрещивания. Просто провязываем 4 лицевых. 1 изнаночная, 1 лицевая, следующие 2 петли провязываем 2 вместе лицевой за заднюю стенку. 92 изнаночный ряд, кромочную снимаем, 1 изнаночная, 1 лицевая, 4 изнаночных, 1 лицевая, 1 изнаночная, следующие 2 петли провязываем 2 вместе изнаночной петлей. 93 ряд, кромочную снимаем, 1 лицевая, 1 изнаночная. В этом ряду делаем перекрещивание, потому что в предыдущем не делали. Переснимаем первые 2 петли на правую спицу, следующие 2 петли провязываем лицевыми, возвращаем не провязанные на левую спицу, а провязанные на правую. И довязываем лицевыми те, что были не провязаны. 1 изнаночная, 1 лицевая, следующие 2 петли провязываем 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Разворачиваемся. 94 изнаночный ряд, кромочную снимаем, далее 1 изнаночная, 1 лицевая, 4 изнаночных, 1 лицевая, 1 изнаночная, следующие 2 петли провязываем изнаночной петлей. 95 ряд, кромочную снимаем,
1 лицевая, 1 изнаночная. В этом ряду перекрещивания не делаем. 4 лицевых, 1 изнаночная, 1 лицевая и осталось 2 петли. Провязываем 2 вместе лицевой за заднюю стенку. И плюс нам еще нужно добавить 1 петлю из кромочной. Всего у нас должно быть 13 кромочных плюс 1 кромочная, это переход. 1 переход, когда мы добирали вот тут вот дополнительные петли на пятке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 плюс 1, всего 14. И добавляем дополнительную петельку. Разворачиваемся. 96 изнаночный ряд, кромочную снимаем. Далее вяжем 2 изнаночные петли, 1 лицевая, 4 изнаночных, 1 лицевая, 1 изнаночная. Осталось 2 петли, провязываем 2 вместе изнаночной петлей, и с этой стороны нам тоже нужно добавить с изнаночной 1 петлю. Сейчас мы находимся с изнаночной стороны. На этой стороне кромочных больше, так как тут и мы на 1 ряд больше провязали, когда добавляли на пятки дополнительные петли. Поэтому мы от вот этого перехода отсчитываем 14 петель кромочных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вот эту петлю мы просто пропускаем. Это можно пропустить, вот эту лишнюю петлю можно пропустить в начале и можно пропустить в конце. Но я пропускаю в начале, так, мне кажется, незаметно. И с изнаночной стороны добавляем петельку вот так. Вот такой мысочек у нас получился. Дальше мы с вами будем прибавлять по одной дополнительной петле из кромочных. И чтобы наши петли не увеличивались, вязать будем так. 97 ряд. Кромочную снимаем. Дальше будем вязать убавление с наклоном влево. Вот эта петелька уже развернута. Следующую тоже переворачиваю и провязываю 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Дальше по рисунку изнаночная. В этом ряду перекрещивание делаем. Одна изнаночная. В конце ряда убавления мы делаем 2 вместе лицевой за переднюю стенку. 1 лицевая и плюс 1 дополнительная петля из кромочной. 98 изнаночный ряд, кромочную снимаем. Дальше изнаночная петля, 1 лицевая, 4 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночные и плюс 1 дополнительная петля из кромочной. 99 ряд, кромочную снимаем, убавление с наклоном влево, петли переворачиваю, провязываю 2 вместе лицевой за заднюю стенку. 1 изнаночная. Этот ряд перекрещивания не делаем. Вяжем 4 лицевых. 1 изнаночная. Убавление с наклоном вправо. Провязываем 2 вместе лицевой за переднюю стенку. 1 лицевая и плюс 1 дополнительная петля из кромочной. 100 изнаночный ряд, кромочную снимаем 2 изнаночные, 1 лицевая, 4 изнаночных,
1 лицевая, 2 изнаночных и плюс 1 дополнительная петля из кромочной. Давайте еще один ряд с вами провяжу. 101 ряд, кромочную снимаем. Убавление с наклоном влево, петли разворачиваю, провязываю 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Далее 1 изнаночная, так как предыдущий ряд мы пропустили перекрещивание, значит в этом ряду делаем перекрещивание. Одна изнаночная, убавление с наклоном вправо. 1 лицевая и плюс 1 дополнительная петля из кромочной. Вот что у нас получается. Дальше вяжите самостоятельно до маркеров. Маркер я одевала на последние кромочные манжета. Прибавляем по 1 петле в каждом ряду из кромочных. Убавление в начале ряда, в конце ряда, перекрещивание в каждом втором лицевом ряду или через один лицевой ряд. Я довязала до маркеров, то есть до манжета. Вот так получается. Считать вот эти ряды я больше не буду. Начну считать заново вот манжет. Первый ряд манжета. Кромочную снимаем. Далее провязываем убавление с наклоном влево. 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Далее 2 изнаночных. 2 лицевые. 2 изнаночные. Убавление с наклоном вправо. 2 вместе лицевой за переднюю стенку. 1 лицевая и 1 дополнительная петля из кромочной. Маркер убираю. Второй изнаночный ряд манжета. Вяжем по рисунку. Кромочная, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные и плюс дополнительная петля из кромочной. Тут тоже маркер уберу. Третий ряд манжета. Будем делать отверстие для шнурка. Кромочную снимаем. Далее провязываем убавление с наклоном влево. 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Далее накид, убавление, 2 следующие петли изнаночной петлей. Далее 2 лицевые, накид, 2 следующие петли провязываем изнаночной петлей и убавление с наклоном вправо в конце ряда. 2 вместе лицевой за переднюю стенку. 1 лицевая плюс 1 дополнительная петля из кромочной. 4 изнаночный ряд манжета. Кромочную снимаем. Далее 2 изнаночные петли, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные и плюс 1 дополнительная петля из кромочной. Пятый ряд манжета. Кромочную снимаем. Убавление с наклоном влево. 2 вместе лицевой за переднюю стенку. Дальше вяжем по рисунку. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, убавление с наклоном
вправо, 2 вместе лицевой за переднюю стенку, 1 лицевая и плюс 1 дополнительная петля из кромочной. 6 изнаночный ряд манжета, кромочную снимаем и вяжем по рисунку. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные и плюс 1 дополнительная петля из кромочной. И таким образом, как последние 2 ряда, вяжем, пока не закончатся все кромочные. В последнем ряду, когда останется 1 кромочная вот с изнаночной стороны, будем закрывать петли. Довязала манжет. Сейчас я нахожусь с изнаночной стороны. У меня осталась последняя кромочная. Закрываем петли. Кромочную снимаю. Я буду закрывать эластичным способом. Не обязательно повторять за мной, просто я показываю, как это делаю я. Передо мной изнаночная. Делаю накид от себя. Провязываю петлю изнаночной, пропускаю через накид и через предыдущую петлю. Следующая петля у меня тоже изнаночная. Накид от себя. Провязываю изнаночной, пропускаю через накид и через предыдущую петлю. Дальше лицевая петля. Накид делаю на себя, провязываю лицевой, пропускаю через накид и через предыдущую петлю. Следующая петля тоже лицевая, накид на себя, провязываю лицевой, пропускаю через накид и через предыдущую петлю. И так закрываем все петли. Если перед нами изнаночная, накид от себя. Когда перед нами лицевая, накид делаем на себя. Сейчас изнаночная, накид от себя, провязываю изнаночный и так далее. Осталась последняя петля, я ее провяжу как изнаночную. Как было по рисунку, 2 лицевые, 2 изнаночные. Одну изнаночную провязали, осталась еще одна. Накид от себя, провязываю изнаночной петлей, пропускаю через накид и через предыдущую петлю. И у нас еще есть последняя кромочная. Добавляю петельку из кромочной и просто вот так закрываю без накида. Ниточку отрезаю, хвостик прячу. На этом все, пинетки готовы. Шнурок я связала крючком. Большое спасибо за просмотр. Ровных вам петелек. Всем добра!